Добрый вечер всем. Смонтировал 4 дня ходовой охоты с собаками. Посмотрите, скажите, как вам такой формат. Ставьте лайки, либо дизлайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте вопросы. Всем привет. Привет всем. Собираюсь к Володе Клебедю. Уезжаем с ним на несколько дней в нашу белорусскую тайгу. Сейчас берем свой рюкзак. Аптечка есть, подствольный есть, на всякий случай термос. Термос, топор, нож. Нож берем. Ну так, без продуктов пока. Так. Сапоги, кстати, вот классные сапоги. Это Камик, канадские. Не знаю, сейчас их можно купить или нет, но реально я в них сезон отходил. Ни дырочки, ничего. По весу, ну так, выше среднего. Конечно, не пенка, но они реально работающие, супер. Вот, это, и они дешевые, недорогие там. По-моему, $60 я за них отдавал. Ну, классные сапоги. Все, забираем. Сейчас заново быстро сформирую режущую кромку и пойду на более мелкие абразивы. Вон сколько металла слетает быстро. Нож мой, а? Красавец. Миха сегодня понатачивал ножи себе, мне все ножи понатачивал, как бритвы ножи. Топор Миха вот себе заказал, конечно, классно, такая ручка сделан, топор такой тяжеленький, классный топор, мне нравится, ручка. Надо свою, а я там сколхозил все. У меня тоже топор хороший. Но тут больше ручка аккуратная, все сделано. А у меня чехол с валенка, ручку с колуна, но я ее обтешу, вот она тоненькая, видишь, какая удобненькая. Вот такой топорик, чехол, конечно, тут все. Миха, не с той стороны, я порву тебе эти заклепки. О, такой топор, конечно. Проверим. Проверим. Ну, тяжелый такой, будет должен рубить. 1,5 килограмма. Ну, это будет рубить. Кожи нет, я бы себе ну, тоже... чтобы не таскать эту бензопилу. Нет, я им пробовал, вот такое дерево, ну, там 2 минуты. У меня тоже хорошая длинная ручка. Лупит он. Так бензопилу эту тягать, ну, бля. Это ты все будешь с собой по лесу тягать, этот рюкзак, так? Ну, это вот аптечка. А, аптечку вот. Ты взял? Я тоже взял аптечку. О, у Михи как все. Класс. А сколько, ну-ка, стой. С топором, со всей этой, сколько он тебя, под 10 всегда этот рюкзак весит, так? Не, ну, сейчас он больше. Больше будет? Да. Это же еще термос пустой. Килограмм, наверное, 15 будет. Миха таскает по лесу 15-килограммовый рюкзак с топорами, с этими. Он идет к собакам, и кто говорит, там, что ты, надо было бежать,
Антибиотики есть? Вот антибиотиков нету. Ну, у меня там есть одна, Бицилин? ну, я брал, когда в Карелию ездили, если воспаление легких, ну, да, что-то, соли какие-то там, не помню. Новокаин. Тут. Ну, у меня там есть для Две инъекций, ампулы у меня шприцы. есть. Шприцы Шовный тоже есть. материал у меня есть, внутренние иголки импортные и наружные, если что, собак. Ну, лучше, ну, нафиг, но все есть там, у меня лежит в рюкзаке. Вот он нам такое. И тоже такие есть у меня. Наш этот. Тоже шовный материал я взял. Так, это мои Да я два тебе, мусата. я тебе давал, не? Один мусат и этот править на всякий случай. У меня скальпели есть медицинские. Ну, А тут есть у меня скальпеля. а у тебя вот даже, у меня, вот надо мне эти, ну, медицинские для зацепа. Это я тебе давал или ты покупал? Не, это ты давал. Ага. Эти тут есть начатые, по-моему. Ну, иголки с нитками эти уже. Да. Ну, там Вот, у них- два у меня осталось. Нет, там у меня, наверное, около десятка лежит комплектов этих. Ну, у меня тоже было, но осталось вот два. Уже те поиспользовал. Это те собаки, которые там говорят, не идут в контакт с хозяином. Да, это вот. Тут одна не рассасывающаяся, а вот это вот, по-моему, рассасывающаяся. Ну, это для внутренних рассасывающих. А наружные он пофигу, потом снял швы, да и все. Ну, вот скальпель тоже. Ну, я им уже пользовался. А у меня резал. это есть ручка, ну, из скальпеля, ну, пристегивается. Ну вот, у меня ручка есть. А, есть тоже? Да. Это я тоже, наверное, тебе давал, да? Не, это же я немецкий набор покупал еще лет 12 назад. Меня из Германии привозили. О, бля, классно. А мне надо щипцы эти, чтобы иголку. Есть тоже тут. Ну, себе мне надо купить. У меня раньше было все, блядь, погорело все тогда. Все было. Все. Чемики, фигемики. Погорело все, надо все. Ну, у меня таких собак сейчас нету, которые... Не, ну, Ада, она такая, бляха, жесткая, сука. Тайфуна я еще не пробовал. И у меня скальпеля тоже позаканчивались. Вот один, и он пользованный уже тоже. Ну, у меня там есть новые. Вот он один остался. Надо в аптеке купить их, несколько штук, да и все. У меня там новенькие есть. Тебе такие все импортное, все такое классное. Там всяких щипчиков у тебя, там ножниц, да? А, Ну вот, да, они же фиксирующие. ну там собакам надо ножницы вот эти, чтобы шерсть Есть, подрезать, да, тупые. И щипцы, Ну, у чтобы меня его- тут они не совсем такие тупые. Ну, бля, когда нету других, как бы эти Не, ну, тоже понятно. нормально. Но они хорошо режут. Чик-чик-чик. Ну, я вот надо мне тоже ножницы и тупые, и щипцы эти, чтобы иголку таскать. Нет у меня. Придется плоскогубцами или зубами. Да, все есть у нас. Все есть. Это фонарик у тебя? Да, это подствольник. Но его, кстати, можно и убрать. Он, в принципе, не надо. Я уже себе купил фонарь, который Налобный? он, да, налобный, лучом бьет и рассеивающийся. Ну, у меня Уже, в принципе, в этом как бы нету смысла. Его я можно- взял подствольный с собой на магните. И налобник тоже у меня бьет на 100 метров больше лучом. Хорошо бьет. Вот я себе взял фонарь. Покажи, какой. Классный. Сколько отдал? 110 или 120 долларов. Но он уже заряжается отсюда и вынимается аккумулятор. Этот, И вот как ну, зарядочка, да. я понял, там этот, через... Да, и у Уйди. тебя вот он работает. Видишь, индикатор есть заряда. Показывая разрядку, так? Да. И вот у тебя 3 режима. Когда Это идти. рассеивающихся, Ну, когда идти, включил этот, и Да. а это если далеко бить, да? а это если далеко бить. Ну, 170 метров заявлено. Ну, бьет он классно, да. Ну, что тут у нас? Мультитул, паракорд. Это я с собой всегда У таскаю. тебя паракорда, мне 20, сколько ты, 10 купил мне или 20? 10 метров. Блин, надо было метров 20 покупать. Ну, огнево это я уже на замену своего старого. Но у меня тоже есть огнево. А вот у меня есть тут этот набор, он уже старый, я им много пользовался, так оно
Видишь уже какое? Ты уже сточил я. Стащил, да. Это Прямо- баночку это было или ты где-то Где вот это? подобрал откуда-то? Это я покупал тоже уже. Ну, в этом в магазине. Вся фигня О, натовская. Это, да? Да. Она уже давно служит мне. Вот тут, если разжигать, так ватку положил, она сразу жёг. Бачишь, тоже на ней жёг. Бинокль. Бинокль у тебя маленький, ну у меня тоже бинокль. А что это у тебя за вот это вот гвоздь какой-то? Нет, это антенна. Это антенна, я ее сюда ложу, чтобы ее не сломать. А что за антенна? Ну, на GPS, на навигатор. Хлоп. На какой? Вот, на Garmin. Ну, сюда еще накручивается болваночка. Потом чик и на А у тебя шнур. с ручкой, со шнуром Да. это что антенна? Да, да, да. А ты же говорил, ломал. А где ты купил такую антенну? Так я ломал две. Это у меня целая. Я ее просто разобрал, чтобы не сломать. Я ее разобрал. Ты же носил какой-то трубки. Ну вот, Да. у меня такая есть, но у меня сломана антенна, блин. Вот, я ее разобрал. Вот эта вот часть у меня в одной вот здесь она тогда ломается, когда вот с этой штукой. Вот я ее раскрутил. А у меня вот тут разломалась. У меня вот эта часть разломалась. И это сломалось, и это, блядь, сломалось. У меня осталось... Да, поэтому я ее разобрал. У меня осталась вот эта ручка только есть. Вот, Вот, я эту храню надо здесь. поглядеть в интернете, где-то себе такую, ну, купить антенну. То, что у меня есть это все. Ну, мультитул. Тут тоже им, кстати, постоянно пользуюсь. Особенно вот для дома. Ну, в общем, он уже со мной 6 лет. Классная вещь. Ну что, тут проволочки немного. Это бинокль у тебя? Да, это бинокль мой. Ну, у меня тоже бинокль лежит. Так, это нужно. Паракорда тут у нас, ну, тут, наверное, немного. Метров 20 будет. Но это мелкий там, на шнурки. Тоже расходуется быстро. Небольшой. Нет, так самое то, что бинокль. Но я его, да, долго выбирал. Вот тот ударился, что это, и, ну, надо ремонтировать. И сбилось, двоится там. Вот это, военный у меня. Тоже небольшой, хороший. Это... Ну, в лесу где-то поглядеть даже сдалека, там, какое рога там у лося или что. Где-то смотришь, не видно. В бинокль раз, чик, все видно. 8х32. Не ленитесь Поверни таскать камеру. рюкзак с собой. Камеру поверни сюда. Этот. Его тяжесть в нашем деле подмога. Ну, а я что тут взял? Короче, жилетку буду брать. Тут спальник. Там еще лежит один спальник. Рюкзак, 2 ошейника, рации 2. Что тут у меня? Шмотки. Карабин. Карабин мой. Еще рюкзак с едой. И возьмем вот этих 2 рюкзака новых тоже с собой. И вот у меня баул натовский. Блядь, мечта оккупанта. Блядь, замки такие классные. Во, Вот эту будем брать? ну, можно взять, да. Во, у меня какой Чтоб баул. дрова носить, да? Тут шмотки, топор. Ну, короче, а потом все, когда будем на орлика вьючить все, разложим по рюкзакам, что надо, а что оставим в машине, правильно? Потом вернемся. Ну, вот и упаковал, молодец. Ну, у меня вот бундесвер. О! Ну что, Миха, надо грузить в машину это все, чтобы утром не кидаться. Давай все загрузим, рюкзаки, это все у машину. Там седло не залезло мне снизу у этот самого бричку. Надо его тоже в машину положить.
шашлык. Короче, гляди. Возьмешь эту. Да я ехал, наверное, больше 20 километров. Бачишь, мой сейчас старичок прибежал. Там 2 табуна кабана было. Волк свежий по оленьему следу петух пришел, покопал. Сейчас тут на поле было 4 косули, и там косуля, и сикач. Вот по этой дороге шел на кукурузу и обратно сюда вернул. Сейчас я поеду вперед, буду ехать и смотреть по песку, где он будет, перешел. Сейчас мы заедем, я покажу тебе, куда ты пойдешь. Ну, там объясню на месте, как мы начнем двигаться, все это с собаками. Запишем лицензию и все. Ну давай, поехали. Ну, в общем, такое дело. Давай, короче, тогда вперед ты за мной. Давай. Заход сикача на кукурузу, а вон то, погляди-ка, не перешел ли обратно. Глянь, хороший сикач, здоровый. Такой килограмм под 200 будет. А это что? Тут еще кабаны. Видишь? Вижу. Вот. Вот, пошли назад. Не, он как? Вон, смотри, след. Ага. Его, глянь, он по дороге тут что-то находил. Ну? Это он тут, гляди, Мих. Ну. Он как-то туда вот пошел, на кукурузу, шел оттуда вот. Видишь, вот тут их не один, наверное, 2 их шло. Не, они вот это. Угу. Они оттуда нету сбровки схода. Это они так топтанулся, он крутнулся и туда пошел. Сейчас я буду смотреть тут. Да. Ой, они отсюда пришли, видишь? Угу. И вон он шел по дороге. Тут не один. Вот еще вышли, гляди. Ну это вот я вижу. И он же сзади у тебя идет он по дороге. Вот след. Ну поехали, проедем дальше. Ну такие хорошие сикачи. Вот сюда, видишь? Ну вот, пошли. 3 кабана здоровых. Вот, видишь? Угу. Сюда. Ушли к Куренке. Ну, так надо где-то ставить, да и... Мы же поехали, сейчас проедем, определим, там же мостик есть, это они, потом таком может так покрутнуться или так, сейчас поглядим, надо проехать. Ну, поехали. Это олень. А это кабаны, да? Или олень? Олени, блядь. Это олень. Это олень. Это ленухи с оленем. Но нету ж сзади на этом. Ну. Оленят. Оленит. Я думаю. Слышишь? Ну там-то кабан. Это вот крупная оленуха. Вот эта кварталка идет туда тем камышам, и вот так выходит слева Куренка, будут эти камыши, где там тогда мы охотились. Вот эта дорога уйдет, вот эта дорога вот идет там это Пехтерево, и на Томинскую дорогу, что идет на Волосович, и то болото, где мы охотились в полях. Угу. Баково болото у нас будет так вот, тоже по этой кварталке чуть левее там. Я думаю, тебе надо будет пойти по этой вот линии, вот по этой Туда. линии.
Туда? в сторону. Угу. Там под Пехтерем тоже кукуруза. Ну, тут один секач или два, непонятно, это есть. И все. Надо тебе вот по этой линии идти до тех пор, там вопрешься в делянку, ты подойдешь почти туда, той дороги. Там, где вот мы как-то, когда Володя был, чекан подымали, ты к тем кварталам подойдешь, где собаки. Собаки, если даже что-то подымут, зверь пойдет вот сюда, через эту и на Куринку, вот туда. А ты будешь А я в этом на направлении? этой буду линии. Вот Я надо понял. сейчас под GPS. А сколько мне примерно пройти? Километра 3-4? Нет, 4 не, но я думаю, тут уже Пехтерево тут. Я тогда Буча стишком пускал, они уходили и там подымали. Там делянка будет. Собаки, то что и кабаны идут там все время купальни там такие. И На бричке? у бричку угрузить и все. И ехать пока на бричке, а там будет видно. Ну, в принципе, как Я вариант. сейчас положу Все сюда. равно же других путей сюда нету. Ну да, я сейчас положу баул, это самое, рюкзаки повешу все сюда, уложу. И потихоньку на Орлике буду где-то объезжать, где-то прорубаться. Там просто через болото, где это черный камень, типа метеорита лежит. Ага. Там, бля, колея глубокая, этими порезали. Ну, я попробую где-то на Орлике. Там завалена, бля, эта дорога. Но я буду стоять, сейчас проеду, ты же ходил по этой дороге. Да, ты тут был. Ты в прошлый раз машину бросал тут, а я по той вон. Ну, мы сейчас по навигации все посмотрим, ты будет щас все понятно. Увидишь. Просто сейчас, ну, зеленка. Ну, ясно. Мало было. Я Ну, сам давай. еду плохо. Ну, короче, давай тогда чайку попьем, Ну. перегружаем все на Орлика сюда. Старая лесная дорога. Никто уже не ездит. Заросла. Нам еще надо идти. Еще километр и потом налево. Налево уже пойдем по тропам. Сейчас это. Место в делянке хорошее. Перекресток. Тут идет раз тропа, два тропа, три тропа, четыре тропа. Туда вот пошла еще пятая. И отсюда вот там и шестая. 6 троп сходятся в место. Миха, ты слышишь меня, нет? Миха, ну-ка выйди, если слышишь меня.
Слышу тебя. Ну что, собаки подняли, ты пришел туда на точку, где, блядь, кабаны, ты все правильно, шел, там все отметки мои. Ты, собаки работают, ничего не видно, свежего ничего нету. Нет, нету свежего ничего. Слушай, тут дорога завалена. Может, мы, блядь, вернемся ближе к кукурузе на ту сторону той самой, блядь, как она, блядь, ну, на ту сторону, куда я ехал, охотимся. То, что нихуя свежего нету. Весь век будет под кукурузу. Тут нехуй лазить. Я вот проехал, заебался прорубаться. Дорога хуевая, пи***ц, нахуй, все завалено. Ну, давай вернемся, буду выходить к машине. И свежего нету. Надо ехать к полям, где кукуруза, и там охотиться, короче. Ехали туда, Миха, ближе. То, что тут нехуй лазить. Ну, я понял тебя. Да, тут глухо, нету ничего свежего. Тропы есть, хорошие вот эти. Там 6 троп в одно место сходится. Но они не свежие. Я понял, значит, кабан в той стороне будет. Ну, у тебя кукуруза там и зверь недалеко будет. Поехали, короче, я проехал. Когда, понимаешь, уберут кукурузу, тогда зверь уйдет. И по Сидоровичами там нету кукурузы, Леневска. Но здесь нету следов свежих. Назад вернусь к машине. Только пойду не так, как я шел. Я сейчас зарежу петлю, чтобы не идти одной и той же дорогой, а там уже выйду к машине. Молодцы. Что, енота? Молодцы. Поймали енота. Ну что, Володь, тут голяк. Надо ехать к кукурузе и все, нечего тут делать. Да. Это только сюда надо приезжать уже у ноябре, когда зверь уйдет в лес. А так он будет по краям там где-то. Ну, видишь, где кукуруза, там и кабан, и Да, да. лось, и олени, и все там. Ну. А здесь сюда ткнулись, а ничего нету. Ну, будем... Ну жарко сегодня, жарко. Да у тебя ты столько носишь у этой куртки. Не, у меня только термобелье и все. Ну, так, а тяжелый какой рюкзак у тебя? Ну, может. Да и жарко, да. Жарко. Орлик тоже.
Ну а что дорога, Володь? Завалена? Да, я заколебался рубиться. Завалено. Там тоже завалено. Осины, березы, бляха. След. Чей это? Иди. Кабаны все обтесали, но свежего нет. Пока глухо. 2 купальни прошел, тоже свежего нету. Володя, если слышишь, езжай по дороге, по которой ты ехал в обратку к Кукличам. Собаки... Володя, ты меня слышишь? Езжай по дороге к Кукличам. Собаки ведут здоровенного сикача. Идет низиной зеленой. Сука. Да ёбаный. Лосечка. Подвел потом.
Что это, блядь, софучил? Главпатрон. Пиздец. Сука, такой секач. Вот мать еще был. Володя кобелей ведут секача здоровенного. Вот смотри, где рычаг ответвляется, уходят в сторону, они там сейчас. Примерно килограмм 150-160. Здоровый секач. Потом пересек. Да. Да. Что у него? 3 километра преследовали всю тютю. Сейчас 8 метров. Вот здесь он выскочил. Где-то вот здесь. Где-то вот здесь. Так. Ой, бандит пришел. Бандит! Пить хочет. Ну что ты, язык высунул? Блядь, ну извините, парни. Подвел патрон. Осечки, блядь. Секача собаки работали. Подняли здоровенного секача и увели под Кукличи. А сейчас бандит вернулся, сейчас жду беса. Я понял. Ну давай, я к машине. Блядь, я был, 40 метров от него. Видел все четко. Сложился, щелк. Ёб твою мать, осечка. Ну, вскочил вот в эту делянку. И уже они делянку эту всю прошли. И там, короче, они его потеряли. Ну, молодцы, держались нормально. Достаточно. Вторая половина дня и жара. Уже набегали. Вон и бес пришел. Он встает, он воды хочет пить. Сука они. Ну, бандит 46 километров. А бес сейчас 42. Ну, блядь, ну что делать? Ну, вот так. Ну что, парни? Во второй половине дня, где-то в начале третьего, собаки подняли секача. Здоровенный секач. Килограмм на 150-160, черный как смоль. Выперли, выгнали. Он там с плотного места выскочил на лес, они его тормознули. Все, скинулся, метров 40 было. Четко он стоял. И осечка. Вот такое делает главпатрон. Купил их перед сезоном. Они уже не стреляют. В Голландии пуля, наверное, в Голландии. Ну, в общем, главпатрон, вот так ходишь десятки километров. Вот твой шанс. И когда надо, больше никогда в жизни я не куплю главпатрон. Это сбитые ноги, это литры пота. И чтобы он вот так вот тебя подвел.
Собаки вымотались, сам тоже сегодня вымотался. Жара стоит. Ну не то что жара, но градусов 16-17. Провели они его километра 3. Не отрывался быстро. Его тормознули на 200 мне метров, тормозили на 300, потом я вижу, дистанция увеличивается на 400 с чем-то. Работали несколько минут. Пока забегал, смотрю, дальше пошли, дальше, опять тормознули. И вот они еще вот эту делянку прошли всю и ушли куда-то под Куклище, и там уже все потеряли. Ну, уже собаки уставшие. Жарко. Бес. Молодец. Молодцы. Жарко, да? Ну иди. Все, иди. Обидно. Мне тоже обидно. Бандик. Мальчик. Молодцы. Молодцы. Да, Володь. В машине идешь и куда дальше будешь? Наверное, буду выдвигаться к машине, потому что собаки уже никакие. Жарко, они вымотались, пить хотят. В общем, буду возвращаться к машине. Слушай, ну до машины мне порядка 3 километров по прямой. Ну, часа через 1,5-2 приду. Все, сдохли мои бобики. Еле идут. И пошли без, что уже сзади меня плетешься.